ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж, Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. А ведь все начиналось, как в голливудском фильме, про девочку, которая устала от проблем и сорвалась навстречу приключениям. Было у вас такое? Вот и у меня не было, потому что от проблем я не уставала. Я от них просто заебалась. Мне многое нужно было решать в одиночку, и меня просто выбило из колеи. Я настолько устала, что не было сил ни на что. Мне хотелось просто отдохнуть. От проблем, от людей, от себя в конце концов. Но не просто отдохнуть, а получить такую перезагрузку, чтобы взбодриться на все 150%. Может быть, это была случайность, а может быть, сама судьба привела меня туда. Трудно сказать. Слишком много было странных совпадений. Начнем с того, что я сначала хотела поехать к подруге в Псков, но у нее не сложилось. И тогда я думала поехать к другому знакомому в Симферополь, но мне сказали, что автобусы туда уже не ходят, ноябрь как-никак. Я уже начала подбирать просто варианты со съемом недорогих комнат. Сначала в Адлере, потом в Сочи, хотя я понимала, что там все будет намного дороже. Но ведь сейчас ноябрь, и вроде как цены не должны быть настолько высокими. Хотя, кто знает. Но меня постоянно не покидало чувство, что это не то, что мне нужно искать в другом месте. Я не знаю, как это описать, но это когда тебя что-то куда-то тянет, а ты даже не можешь понять, что и куда. Вот такое вот чувство. И тут я вспоминаю заодно турагентство, с которым моя подруга недавно ездила на отдых, и думаю, да пошло оно все. Я была в такой моральной подавленности, что даже не могла нормально объяснить сотруднику, что и куда мне нужно. В голове крутилось, что я просто хочу куда-то уехать. Далеко. Мне хотелось выбраться из своего дома, из города. На меня буквально давили стены. Я была в такой депрессии и подавленности, что в голову начали забираться не очень хорошие мысли. Я просидела в офисе, может быть, минут 15 или 20. Работница, кстати, очень приятная женщина, пыталась вытянуть из меня хоть какую-то информацию. А я сидела как дебил и просто тихо про себя повторяла: куда-то уехать. Я просто хочу куда-то вырваться. Мне правда было очень тяжело морально. Я очень устала. И тут, по всем законам жанра, в офис буквально с ноги влетает девушка и с порога: «А не хотите ли поехать в Домбай?» Не путайте с Дубай. Я даже не представляла, что и где это. Но она просто сказала, что там подъем в горы, экскурсия на джипе, термальные источники, и пообещала, что это исправит мое состояние. А мое состояние, поверьте, было очень подавленное. К тому же я никуда не выбиралась на отдых 2 или 3 года. Как я позже узнала, из их группы выбыл один человек, и он выбыл примерно за час до моего прихода. А выезжать автобус должен был вот уже завтра, а значит, нужно было быстро собрать вещи. С меня взяли предоплату, быстро оформили бумаги, и я пошла собирать чемодан. Мне сказали, что я должна взять с собой, и следующим вечером я уже стояла на вокзале. Я очень переживала о том, как пройдет поездка. Не знаю почему, но мне казалось, что меня не примут, или будут как-то осуждать, или... Короче, у меня в голове было слишком много дурных мыслей. Ехали мы всю ночь и на утро уже видели горы. Нас поселили в отель и сказали, что мы прямо через час едем на экскурсию в горы. Из огня до в полымя, но в хорошем смысле. Нас привели к канатной дороге, познакомили с экскурсоводом, и мы сначала ехали на фуникулере, а потом и по канатной дороге. Те, кто смотрел мое видео про Киев, где нас возили на фуникулере по рельсам, должно быть усмехнуться, потому что моя мечта сбылась. Я покаталась на фуникулере над пропастью, грубо говоря. Кто ж знал, что это произойдет всего спустя 3 года? Я даже не слушала гида. Не в обиду ему, но лекции я еще в колледже наслушалась, на всю жизнь хватит. К тому же моя голова была забита бытовухой, так что новая информация туда просто не лезла. Посмотрели на лес, посмотрели на горы, хоба, уже на канатной дороге. Я мечтала на ней прокатиться, хоть разок. Вид просто потрясный. Кстати, перед подъемом нам предложили купить поджопник. Да, местные так называют вот эту штуку, чтобы не холодно было сидеть.
Вот эта вот штука у них, она называется поджопник. Они сами ее так называют. Так и говорят: подойдите в магазин, скажите, дайте мне поджопник. Ну что сказать, дают поджопник за 100 рублей. Вот так вот. Хоп. И все. И тебе больше не холодно сидеть. Потом мы поднялись по еще одной канатной дороге, потом по еще. Для меня горы это жизнь. Горы – это жизнь. Горы! Да-да. Меня напугали одной историей, наверное, чтобы я взбодрилась. Вид у меня явно был не очень. Так, главное телефон крепко держать. Нормально. Главное, чтобы не было в прошлом году. Мы пошутили с туристом про то, что интересно, как давно их построили и могут ли они сломаться. И мы остановились и зависли на полчаса. А я с ним первая тогда ехала, и мы в самом вверху. Уже там туман, снег лежит, и вот так под нами тоже снег. А наша группа вся вот там внизу где-то. И мы такие, ну как нам вообще жить? Видите вот эти желтые штуки? Мне сказали, что они сбивают лавины. Как именно это происходит, я не знаю. Я даже не знаю, как эта штука называется. Но, судя по виду, это прадед вот этой лампочки. На вершине горы катали на плюшках. Я тоже хотела туда, но мои планы нарушились. Последняя канатная дорога была самой длинной, где-то 13 или 15 минут. Под конец поднялся пронизывающий ветер и пронизал меня во всех местах. Я забыла обо всех плюшках и вообще обо всем. Хотелось просто согреться. На вершине было несколько кафешек. Нашу группу в 30 человек раскидали по ним, чтобы все согрелись и поели. В нашей кафешке перед входом меня встретил вот такой мужчина. Согрелись глинтвейном, поели суп, он называется лагман, и попробовали хачины. Считайте, это наши чебуреки с мясом, но вкуснее. Хотя, когда от тебя на высоте 3000 метров пронизывает ветер, и температура на улице ощущается как минус 40, то для тебя все вкусно. Укутались в пледы, отдохнули, согрелись и поехали назад. Так как канатная дорога закрывалась в 5, а нам надо было еще спуститься вниз, в отель вернулись затемно. Во второй день спустились на завтрак. Обычно я не завтракаю, но тут он был включен в стоимость путевки, так что пусть только попробуют мне его не дать. Я заплатила, так что я отъем всю его стоимость. Поели, собрались и снова поехали. Куда бы вы думали? В горы. Тут очень много гор. Ага, сказала та, которая проснулась с 10-го будильника. Ну и что, я не проснулась. Главное, не путь, а цель. Нас повезли на джипах, потому что по-другому поехать по этим буграм невозможно, а ехать далеко и высоко. Я отбила себе все, что можно было отбить, потому что вся поездка туда выглядела как-то так. Но вроде доехала целой, не развалилась и по пути ничего не потеряла. Нас выгрузили на горе, налили всем чуть-чуть вина, чтобы не бунтовали, и пока готовился шашлык, сказали: гуляйте. Нам тут налили немного вина, чтобы мы не расслабились, не так сильно переживали. Хотя мы, чтобы шашлык еще дожарился. И вино, кстати, очень вкусное, оно прям такое нежное-нежное. И знаете, как называется? Без иронии, мужские слезы. Так что, как бы странно это ни звучало, мужчины, мне нравятся ваши слезы. Посмотрела окрестности, полюбовалась вдалеке табуном лошадей. Посмотрела на Эльбрус. И вот нас уже зовут пить чай. Все, гору затянуло облаками. Они так прям лежат, как будто над нами. Но нереально красиво просто. А вот там вот поселочек маленький. А тут я чай пью после винища из горных трав. Ну, по крайней мере, сказали, что горные травы. Горьковатый слегка, но все равно вкусный.
где я еще такой чай попью. Надо будет взять себе одну упаковку. Правда, мне таможню надо будет переходить. Я надеюсь, меня не стопорнут. Скажут с травкой. Главное еще не пошутить на этот момент, потому что шутить с ними я люблю. Хожу по краю, так сказать. О, кстати, сейчас и сама по краю хожу. О. То есть вот он край. И вон там обрыв идет. Спросите, боюсь ли я высоты? Не, высоты я не боюсь. Я боюсь ёбаться. А высоты я не боюсь. Попили горного чая. Нам сказали, что шашлык все еще не готов. Отправили еще погулять. Мне это место понравилось. Я вообще горы люблю. Я поняла, что я люблю горы намного больше, чем море. Так что есть у нас такая традиция. Если тебе понравилось место, куда ты хочешь вернуться, ты кидаешь монетку. Вот у меня завалялось в кармашке 10 рублей. О, кто это мимо меня пролетел? Большой-большой жук. Кидаю монетку. Надеюсь, обязательно сюда вернусь. В Домбаи, в горы, на лыжный курорт. Наконец-то позвали кушать. Шашлык был из баранины и курицы. Я взяла и то, и то. Я заплатила, я выжму по максимуму. Ох уж этот еврей внутри меня. С другой стороны, там так налетели на шашлык, что мне бы просто не досталось. Так что не время стесняться. После обеда собрали весь мусор в мешки. Организаторы следили за тем, чтобы после нас не осталось мусора. Снова сели в джипы и поехали смотреть какой-то храм. Короче, мы тут поднялись всего ничего, а я уже немножечко задыхаюсь. Да главное, сначала шашлыком накормили, а потом заставили на гору подниматься, калории сжигать. Вот туда вон нам наверх надо. Какой-то нам там обещали храм с остатками или останками. При этом повезти поведут, а снимать его, говорят, нельзя. Короче, типа останки и все такое, нельзя смотреть на них и так далее. Я спрашиваю, ну сфотографировать их хотя бы можно, а? Я не буду смотреть. Я в склеп только камеру просуну, щелк и побегу. Если вдруг на заднем плане, потом на съемке рассмотрите какое-нибудь привидение, вот будете знать, что это с какого-то там храма. О, кстати, а вот и храм. Ну, я его немножко побольше представляла и по разрушений 10-11 века. Так, а где склеп? Мне склеп обещали. Я надеюсь, мне тут на голову ничего не упадет. Ну, небольшой храм. Экскурсовод говорит, таких храмов осталось 5. А этот самый маленький храм Алани или Ланей, Ланчаней, Ваюсяней. Да, такой уж мой Китай-фандом. И там, кстати, кто-то что-то написал. Это ж надо туда добрались. Что там написали? Пустовато, конечно. Ну, сделать ремонт, мебелью обставить. Я немножечко отвлекусь от темы общей с храмом. Но вы только посмотрите на этот вид. Я обожаю горы. Так что это, ребят, девушка, зовут Екатерина, познакомиться с другой девочкой, которая обещает ее возить на горы, которая обещает ей показывать горы. Не горы обещаний, а вот такие. Вот. Короче, нас отсюда сгоняет. Экскурсовод говорит, хоры под скалам лазить, задолбали. Вон там наши машины стоят. Тут спуститься.
Ёпт, какой тут обрыв. Я не пойму, это облако входит в гору или гора в облако? Ребят, а вот скажите, я вот сейчас проходила, вот просто посмотрите на это. Вы тоже видите лицо, которое вот в ту сторону смотрит? То есть, сейчас я чуть отдалю, то есть вот у него глаза, нос и рот. Вот это как волосы, ну как будто череп туда смотрит. Мы еще собирались заехать на речку, но было уже темно, так что мы не поехали. Поэтому, чтобы компенсировать это, водитель развлекал нас всю дорогу песнями, за что ему респект. Душмана барып, тау султан кабакка карасын. Тау султан кабакны үйлери калмай. Салам баш, яри, салам баш. Тау султан кабакта күн тенегин арю. Ой, алай бичели, артешеклерде да карада карап жылайла. Ярыда жалан, аяк сора жалан баш. Яри, жалан баш. Уже под вечер нас вернули в отель. Видно меня? Кота видно, меня видно. Он урчит. Морду подними ему. Короче, вернулись в номер. Я уставшая, сонная. Сейчас время 9:30 или уже 10 где-то. Ну что, завтра уезжать, а я... Ну, в принципе, мне как понравилось, но, скажем так, не все, что я планировала, я успела. Не было возможности кое-что сделать. Ну, экскурсии вообще, да, мне понравились. А так что-то из личного, если из личного, то, допустим, девушку хотела найти. Но меня в первый же день сразу обломали, сказали, это лыжный городок, тут чисто люди приезжают на лыжах покататься, на сноуборде, никаких клубов, никаких тут баров, ничего такого нет. Так что ищи ее, дорогая, где-нибудь в другом месте. Ну, буду искать в другом месте. Что-то я ее ищу в другом месте, нигде найти не могу. Так что, Екатерина, 1,62 м, 96-го года рождения, по гороскопу Телец, майский, художник по профессии. Готовить умею, прибирать, пожалуйста. Так вообще сейчас очень устала, то есть мы сегодня по горам, по этим бегали как горные козлы. Смешанные чувства после отдыха. Я так даже не могу сказать. Хотя, с другой стороны, я кое-что, допустим, для себя поняла, что мне показали, как можно отдыхать. Раньше для меня был отдых, это сидишь где-то себе тихонько, не знаю, там фильм смотришь или спишь, или еще что-то, а тут вот прям все взбалмошно, так в компании. Мне кажется, что просто, что мне это просто было нужно. Так вот куда-то выбраться от всех своих проблем, потому что мысли у меня уже нехорошие меня посещали. По сути, я устала от одиночества, вот от чего я устала. И меня вот просто закинули сюда в компанию со всеми прогулками, экскурсиями и так далее. Мне кажется, мне этого не хватало. В первой половине третьего дня нам дали свободное время, чтобы пофотографироваться, погулять и купить сувенирчиков. Так, берем вот эту карточку, вставляем вот все. Да. И все. И у нас есть свет. Вот такой вот вид из окна. Горы. Я от гор просто теку. А могла бы течь от тебя. Но тебя нет.
Еще раз посмотрела на горы, потом еще раз, потом еще. А вон там канатная дорога, на которой мы были еще в первый день. Шкуры. Ну, я не про бывших, я про шкуры животных. А вот эти вот башмачки с овечками, мягенькие из овечьей шерсти. Вот здесь мы вчера ночью уже шли. То есть я слышала шум воды, но саму воду не видела. Вон там внизу вода. Мне своих надо догонять. Если я отстану, мне потом по GPS дорогу искать. Слышали этот звук? Это упала моя резинка для волос. Погуляла по рынку, посмотрела на игрушки. Кстати, вот эти гуси были на каждом шагу. Сначала я думала, что это местный символ, но даже местные не могли ответить на этот вопрос. Так что думаю, это из какого-то мультика. А вот гуси. Мне так и не ответили, что это за гуси, что они означают у них. И почему их тут так много. Стич. Ну, гусь. Короче, пока я ходила, вертела тут головой в разные стороны, сувениры рассматривала. Моя резинка для волос куда-то подевалась. Я не знаю, она в капюшон. Нет, в капюшон не завалилась. Ну, короче, оставила я тут сама сувенирчик. Пока я искала сувениры, у меня тоже решил кто-то взять сувенир. Короче, мы тут уже не знаю сколько времени. Сувенир для себя я так и не нашла. Ты не поверишь. Я что, резинку потеряла для волос. Иду обратно по мосту. И она там. Она там лежит. Я на мосту так крутила головой, что ее потеряла. Ну ничего, резиночка ко мне вернулась. Я рада. А такая вот красивая, серебристая. Я ее люблю. Ага, решила я вернуться в отель. Я отстала от своей группы. Мы как-то все разбрелись. Угадай, какой ты был, потерялся. Но для таких, как мы, изобрели GPS. Так что сейчас буду искать дорогу домой. Уже 11:40. У меня 20 минут, чтобы добраться до гостиницы. Я заблудилась, я иду по GPS. Зато я нашла себе сувенир. Я купила его. Я купила себе шапку, как и хотела. Голубенькую, блестящую, с бомбоном. Так что да, я заблудилась, но я купила себе сувенир. Я счастливая. Но судя по карте, мне сейчас туда и туда повернуть. Ой, мне кажется, наши меня там уже заждались. И меня немножечко убьют, а мне еще вещи нужно раскладывать. И вот заметила, всегда опаздываю. Даже если я выйду вовремя, я всегда. Я не знаю, с чем это связано. Но я опаздываю. Поверните налево. Короче, мой GPS говорит мне повернуть налево. Если бы я еще не путала, где лево, а где право. Было бы вообще замечательно. О, мужик вообще в шоке от меня. Всем совсем ни к чему. Да, мне одной тут совсем ни к чему. Туда-сюда бегать. Узнаю этот ресторанчик. И значит тут налево, да. О, если бы не GPS, я бы так и блукала. Попрощалась с номером, попрощалась с отелем. Но на этом наша экскурсия не заканчивалась. Так как вчера мы не попали на речку, то нас повезли на нее сегодня. Сказали, что эта река настолько чистая, что из нее можно даже пить. Это какая-то горная река, горный ручей, и отсюда люди набирают воду. Говорят, ее можно даже пить, то есть спокойно. И вот я не пойму, в нее мог кто-то поссать, нагадить. Вот скажите, какой идиот
будет набирать отсюда воду. Вот скажите мне, пожалуйста. Просто, а потом ее еще и пить. Кстати, по вкусу очень сильно отличается от той воды, что я в магазине покупаю. Ну вот просто скажите, какой идиот. Потом нас повезли в заповедник посмотреть на животных. Погладила зубра, Да. Он уже старенький, конечно. А что покормила яка, Да, отойди, сонная. Махнусенькой. Вот яблочко кушает. Он не может его яблоко это съесть. Ничего, потихонечку откусывает. пощупала козочку. Ой, 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 ой. Иди. На, Ой, козел. ой. Давай я тебе сюда закину. Вот это вот я пытаюсь решить свои проблемы. Полюбовалась оленем. Вон он лежит. Сейчас прибегу. Рогатый. Тут сказали, должны были быть кабаны, но их нет. А почему? Потому что здесь уже были Астерикс и Обеликс. И их песик Догматикс. Их громил. И они всех кабанов съели. И здесь были и хищники, но они были уже старенькие, поэтому особой активности не проявляли. Белоголовый сип и черный гриф. Я на корточках сижу, он почти с мой рост. На картинках они намного меньше. Некоторые были в санитарных блоках и проходили лечение, по крайней мере, мне так сказали. Другие спали. Лежит, спит. Видимо, ему все надоели эти туристы. Вертел он вас на своей лапе, которую зимой сосет. Третьих так все достало, что они просто спрятались ото всех. Поглазели на лебедей и уточек. Так близко вообще. Лапоньку видно, лапки видно. Шипит. Если он на меня накинется, я за себя не отвечаю. Я буду бежать быстро и далеко. Главная достопримечательность этого парка — кот. Потрогали хвостик кролика. Хвостик! Хвостик потрогать. Потрогать хвостик. Все, я потрогала хвостик, я довольна. Так, ты будешь Лань-Чань, а ты будешь Вэйюсянь. Понял? Запоминай свое имя. Я посмотрела на животных, они посмотрели на меня. Решили, что я та еще скотина и та еще зверье. С бутылкой неудобно идти, надо было оставить ее в автобусе. Короче, везде эти магнитики смотрела на рынке по 100 рублей. А тут вот такой вот, смотрите, с лисичкой, такая красота. Купила тут за 30 рублей. Просто, просто сравните. Все эти сувенирные лавки возле отеля, сразу цена накручивается. Теперь думаю, где перекусить и в туалет сходить. Потому что у меня еще где-то чуть меньше часа тут гулять. Надо еще чем-то себя занять. Кстати, в заповеднике у меня такая немножко курьезная ситуация произошла. Короче, взяла себе хот-дог, потому что я очень голодная. И я опять опоздала. Да, я опять опоздала на автобус. Кто бы сомневался, я с отеля выселялась, я опоздала на автобус. Я тут пошла смотреть на животных, потом взяла себе поесть, снова опоздала на автобус, но меня подобрали. Меня подобрали по пути на трассе. Знаете, на трассе меня еще никто не подбирал. К вечеру приехали на горячие источники. В общем, приехали на термальные источники. Ну, по крайней мере, нам так сказали. Это больше, конечно, холл похож на холл бассейна. Там вот всякие принадлежности, купальники и так далее продают. Вон там. За людьми не видно. Так как там полно воды, а трогать телефон мокрыми руками я побоялась, поэтому снимала все уже после того, как скупалась. Хотя из-за большого количества пара там толком ничего не видно. Сейчас, в общем, только что вышли из термальных источников. Это просто невероятно. Тут бассейн. Я 7 раз окунулась
в бассейн 13 градусов. 13 градусов там. То есть вот бассейн 13 градусов. И я туда 7 раз окунулась. Сразу после бассейна там 42 градуса. И вот там вот 37 градусов, кажется, да. И я, блин, вот в этот бассейн окунулась. Вот этот вот. Все, он холодный, но реально ощущения такие просто. Тут, конечно, ничего не видно, потому что все в тумане. И, что самое интересное, под открытым небом. То есть все это под открытым небом. И тут температура на улице, что-то я тут не вижу этих часов, которые указывают. Но что-то плюс 5 сейчас на улице, где-то так. Вот тут просто потрясно. У меня сейчас телефон разряжается. Так что сейчас думаю сходить еще покушать, потому что сейчас уже вечер. Меня тут на разведку отправили. На разведку за тортом отправили. После купания вернулись в автобус. Ехали домой всю ночь и рано утром уже были дома. И я пошла отсыпаться. Другими словами, мне нужен отдых после отдыха. Мне понравилась поездка. Она меня взбодрила и подарила кучу впечатлений. Это, видимо, тот бом, который был мне нужен. Хотя было такое ощущение, что не хватало еще одного дня. То есть все понравилось, ужиматься не приходилось. Но вот еще один денек бы не помешал. Ну все, сегодня уезжаем. Осталось только вот это вот все собрать. И как-то запихнуть вон в ту сумку. Все, я собралась ехать. Номер уже освободили. Собрали сумки. Сумку забрали. Ну что? Прощай, Донбай. Прощай, снежный городок. Ну что, вернулась я домой. Иду сейчас снова по своему поселку юбилейному. У меня в голове все еще горы. Я от них еще не отошла. Знаете, чего мне тут не хватает? Лагмана. Я сейчас иду на рынок покупать ингредиенты, чтобы его приготовить. Надеюсь, получится. Правда, оригинальный рецепт, он из баранины. Ну, у нас тут баранины нет. Поэтому, ну, пусть будет из курицы. Но все равно, надеюсь, получится вкусно. Узнала, вот распробовала некоторые блюда. Теперь буду готовить их сама. Вечер. Приготовила лагман. Сейчас буквально еще пару минут, и я выключу газ. Но я его уже немного попробовала, так, на вкус. Но поверьте, это просто божественно. Если вы никогда его не готовили, найдите рецепт и просто попробуйте. Его, конечно, делают из баранины, но также есть лагман из курицы. Я приготовила именно с курицей, потому что баранины у нас не продают. Свинина очень-очень дорогая. А с курицей это просто прекрасно. Обязательно попробуйте.